Привет, я Каролина Альфонсо, и я специалист по губам. Сегодня я расскажу и подробно покажу вам, как делать смеси для темных губ, бледных губ и розовых губ, например, все процесс. Знали ли вы, что одна из моих теорий цвета заключается в том, чтобы сделать все как можно проще, и что вы можете создавать свои смеси, просто имея базовые цвета, от которых можно отталкиваться? Как видите, у нас здесь бесконечное количество смесей и оттенков, но знали ли вы, что все они созданы всего из 4 цветов? Очень важно при приобретении пигмента или выборе подходящих оттенков знать, что такое базовый оттенок, его значение и какие цвета можно создать с его помощью, исходя из палитры. Также очень важно, чтобы вы могли распознавать, что такое органический пигмент и неорганический пигмент, чтобы понимать, какие преимущества они дадут при имплантации. Ты всегда должен знать, что органический пигмент, например, поможет тебе при микропигментации губ добиться более ярких цветов, которые будут более текучими, и иметь ту прозрачность, которая необходима для естественного эффекта при работе с губами. В частности, например, но также для некоторых оттенков нам понадобятся неорганические пигменты. Почему? Потому что нам также потребуется высокая покрывающая способность, поэтому они станут нашими союзниками, когда мы их смешаем. Одно из того, что нужно учитывать, это способность определить, что основа вашего пигмента всегда теплая, это всегда гарантирует, что заживление со временем будет происходить с правильной деградацией, например, и всегда. И очень важно, и всегда то, что мы не должны делать, это выбирать оттенок, который не соответствует естественной слизистой оболочке нашей клиентки, чтобы губы всегда выглядели здоровыми, чтобы не было нежелательного цвета, когда он начинает исчезать. Помните, что техники, которые мы применяем сегодня, не имеют ничего общего с теми, что применялись в древности, поэтому мы должны избавиться от страха использовать немного диоксида титана, или очень розовые оттенки, или очень теплые тона. Мы всегда будем работать с очень мягкой, очень поверхностной имплантацией. Помни, что мы должны гарантировать нашему клиенту, что эта работа со временем будет исчезать, поэтому он будет приходить к тебе каждые 2-3 года для усиления цвета в микропигментации. В настоящее время естественность является самым важным, и необходимо гарантировать клиенту идеальный результат. Что для меня является идеальным результатом при микропигментации губ? Это такие сочные здоровые губы, как у младенцев, например, при рождении. Это то, что мы должны предоставить нашим клиентам, и это будет залогом успеха вашей работы. Один из самых частых вопросов – это потеря цвета. С этими смесями, которые мы будем делать, и работая с пигментами с высокой пигментной нагрузкой, мы можем гарантировать нашим клиентам, что уменьшение выбранного оттенка в услуге не превысит 20%. Всегда следует учитывать, что при стимуляции губной пластины у нас будет более высокая интенсивность пигмента из-за этой стимуляции. Например, всегда следует помнить, что не только этот красноватый цвет, который мы видим сразу после выполнения микропигментации, обусловлен внедрением пигмента, но и стимуляцией, которую мы проводим на губной пластине. Поэтому всегда сохраняйте спокойствие и не позволяйте вашему клиенту испугаться, когда он увидит слишком интенсивный цвет. Помни, что отек губ спадает в течение 2-4 часов, и кровообращение нормализуется, а пигмент проходит процесс заживления. Наше тело будет фагоцитировать часть пигмента, и макрофаги унесут часть пигмента. Например, в среднем, в течение всего лишь нескольких часов, также следует учитывать, что часть пигмента, например, остается на поверхности губной пластины, и эта тонкая кожа, которая сходит на 3-4 день, в частности, поможет уменьшить интенсивность. Очень важно всегда учитывать процесс заживления губ, например, и другие аспекты. В первые 48 часов у нас будет гораздо более интенсивный цвет и может быть даже небольшое воспаление. Через 48 часов цвет станет более матовым, и губы начнут ощущаться немного более стянутыми и немного сухими, например, возможно, также. Это момент, когда нужно начинать увлажнение, если только у вашей клиентки нет герпеса.
После того, как мы начинаем, например, восстановление губной пластины, необходимо дать время на заживление, и чтобы цвет достиг максимального выражения, всегда помни, не жди 30 дней для коррекции, нужно подождать немного дольше, немного. Мы всегда рекомендуем минимум 60 дней для повторного визита клиента при работе с губами, например. Увидеть разницу, как выглядит губа через 30 дней и как выглядит губа через 60 дней. Видишь, как цвет стал намного интенсивнее, потому что процесс регенерации завершился? Также важно говорить своему клиенту: после микропигментации губ необходимо поддерживать увлажнение. После заживления губы должны быть хорошо увлажнены. И если клиент собирается на пляж или будет подвергаться воздействию солнца, нужно использовать солнцезащитный крем для губ. Помните, что мы используем органические пигменты, и они имеют тенденцию исчезать гораздо быстрее под воздействием УВ-лучей, так как имеют меньшую устойчивость к ним. Таким образом, защита, уход и советы, которые вы даете своему клиенту, например, сделают вашу работу более долговечной. Теперь я знаю, что вы хотите узнать, что такое базовые пигменты и как определить их источники. Это очень просто, вам понадобится немного вещей, чтобы их сделать. Ниже будет ссылка для скачивания шаблонов, которые мы используем сегодня, например. Также вам понадобится вода и, например, ватные палочки, чтобы растягивать их на листах бумаги. В каждой из них будут указаны индексы цветов, которые ты сможешь идентифицировать, чтобы узнать, какой компонент содержится в каждом из используемых нами цветов, а также мы научим тебя, как определить качество пигмента. Здесь у нас есть пигменты, которые мы добавили в воду, и мы сможем позже определить нагрузку, так как важно знать, органический это пигмент или неорганический. Мы также узнаем, как определить, является ли он гидрофильным или гидрофобным, и как понять, является ли это пигмент с высокой нагрузкой. Пример как тональные основы, у которых есть низкое покрытие, среднее покрытие и высокое покрытие ваши пигменты. Теперь с нашей линией для губ мы гарантируем вам пигмент с наибольшим покрытием на рынке. Почему? Потому что наши работы, зажившие после одной сессии, могут это подтвердить. Теперь мы перейдем к показать, как мы растягиваем пигменты, как мы видим их деградацию и как мы вместе создадим замечательные смеси. Хорошо, здесь мы покажем вам, что для нас являются 4 основными базовыми цветами, чтобы вы могли создавать различные типы смесей, всегда учитывая, что они будут теплыми, так как мы не используем холодные цвета, например, всегда и так далее. С помощью ватной палочки, которую мы пропитаем в воде, мы, например, внимательно и аккуратно нанесем на наш пигмент, пигмент номер 1. Даем ему, например, наполниться пигментом. Пигмент номер 1 имеет оранжевый базовый оттенок, например, и очень важно разложить пигмент до его окончательного износа, чтобы увидеть, в какие оттенки он будет разлагаться. Также очень важно, чтобы для каждого из их пигментов можно было иметь 101, чтобы увидеть, как он будет себя вести. N – это пигмент, который содержит 7791, 21 и 12315, что означает, что он содержит белый, который является диоксидом титана, желтый и красный, что гарантирует, что это очень стабильный оранжевый цвет. Но имея белый цвет, который также обладает покрывающей способностью, мы можем увидеть интенсивность этого пигмента. N – это пигмент, который состоит из белого, желтого и красного цветов и используется в различных художественных и декоративных целях. Это действительно очень интенсивный и насыщенный розовый цвет, который обладает очень высокой покрывающей способностью и также имеет теплые и приятные оттенки. Это 100% совершенно теплый розовый и абсолютно безусловно никакого холодного оттенка в этом цвете.
Точно так же, как и в предыдущем шаге, на смоченную ватную палочку мы аккуратно нанесем пигмент, чтобы затем сделать его растушевку, добиваясь плавного перехода цвета и равномерного распределения пигмента по поверхности. Мы видим, что это очень насыщенный розовый цвет, но в то же время он дает нам очень естественный и теплый оттенок для наших клиенток, который также можно использовать отдельно, если они хотят мягкий розовый цвет. Наш пигмент N – это наша действительно волшебная формула, наш ребенок. Это пигмент, который действительно поможет нам сделать так, чтобы темные губы больше не были проблемой. И на самом деле это всегда будет так. Это оттенок, который мы можем видеть все, кто работает с темными губами. Мы знаем, что нам нужен пигмент с содержанием белого для обеспечения покрытия, но помимо того, что этот пигмент содержит белый, он также имеет небольшое количество желтого и очень маленький оттенок красного, так что он гарантирует идеальное покрытие на всех губах, где его нужно применить, например. И, наконец, еще один из наших звездных пигментов, который, например, изменит жизнь многих микропигментаторов, это этот оттенок. Она очень теплая и уютная, и мы не должны бояться этого яркого и насыщенного красного цвета, который придает ей особый шарм и привлекательность. Почему? Потому что мы можем видеть, что это красный цвет с композицией, которой нет на рынке, так как он содержит два органических компонента и является ярким насыщенным цветом, который можно использовать как в чистом виде, так и для создания смесей. Здесь у нас представлены, например, 4 основных цвета в их чистом виде, так сказать, без каких-либо примесей или оттенков. У нас есть то, что называется N, и это N представляет собой некоторые важные аспекты. У нас есть N, который используется в различных контекстах и ситуациях. Таким образом, N играет ключевую роль и важен для понимания. Что также можно применить с вашими клиентками, так это хранить пигменты в очень маленьких стеклянных контейнерах, которые можно встряхивать и таким образом видеть и показывать клиенткам, какие это оттенки, потому что часто, когда мы видим пигменты в других типах контейнеров, которые более непрозрачные, мы часто не можем полностью оценить оттенок пигмента из-за типа пластика, который используется, например. Таким образом, это также один из способов, как можно представить смесь или чистые цвета своим клиентам. Теперь перейдем к тому, как делать смеси в зависимости от оттенков наших клиенток. Какие смеси мы рекомендуем? Теперь мы рассмотрим смеси, которые я использую для коричневых губ, например, и другие. Сначала ты должен определить интенсивность коричневого оттенка твоих губ. Если у вас есть губы с легкой интенсивностью коричневого, со средней интенсивностью и с очень высокой интенсивностью, то есть очень коричневые, очень темные губы, у нас есть 3 типа смеси, которые мы можем использовать для них. В смеси номер 1 мы добавили буквально 3 капли N, а затем 4 капли N. Это даст нам этот цветовой оттенок. Так как нам нужно придать этим губам немного больше цвета, чтобы он был более живым и имел несколько более природные оттенки. Например, нам не нужно, чтобы это был слишком оранжевый тон. Если у нас губы среднего оттенка, мы нанесли, например, 2 капли N, например, 2 капли N, например, 2 капли N. В случае этих губ нам уже нужно иметь смесь с большим покрытием, но при этом она должна давать цвет с добавлением желтого, например, в частности, и в общем. Итак, это будет идеальная смесь, если оттенок губ клиента, например, средне-коричневый. Теперь, если у вашей клиентки очень интенсивный коричневый оттенок, с нашей линией, смешав 2 капли N,
4 капли N, 1 каплю N, вы добьетесь идеального оттенка для покрытия, нейтрализации и осветления в одной сессии, чтобы ваша клиентка осталась довольна. Теперь давайте посмотрим, как выглядят эти смеси. Мы должны очень хорошо смешивать оттенки. Помни, что когда мы работаем с клиентами, мы всегда неизменно добавляем наш действительно волшебный секрет в каждую нашу уникальную композицию пигмента – капельку гаммамелиса, который является натуральным экстрактом, так как гаммамелис помогает при микропигментации губ добиться лучшего и более равномерного внедрения цвета. Помните, что гаммамелис уже содержится в пигментах, которые мы используем, потому что это пигменты последней технологии в самых передовых лабораториях микропигментации. Поэтому мы должны учитывать, что это несомненно поможет нам добиться лучшей удерживаемости, а также более быстрой насыщенности нашей губной пластины при внедрении пигмента, например, и... Здесь у нас 3 смеси. Мы смочим ватную палочку и тщательно растянем эти смеси для наших клиенток, чтобы они могли увидеть, как смеси работают и выглядят на практике. Очень важно показать нашей клиентке, какой оттенок мы будем использовать, как этот оттенок будет изменяться, и это также поможет нам, как микропигментаторам, лучше узнать пигменты, с которыми мы работаем, и как они изменяются в процессе работы, например, в частности. И, конечно, это действительно прекрасный и насыщенный цвет, который даст нам все необходимое для достижения идеальных и превосходных результатов на холодных и бледных губах наших уважаемых клиенток. Что следует учитывать, так это то, что мы уже работаем с прямой смесью, делаем покрытие, придаем цвет и даем результат клиентке на каждой сессии. Больше нет необходимости работать слоями или накладывать цвет поверх цвета, так как эти смеси изучены, протестированы и проверены на каждой из наших клиенток и специалистами нашего бренда. Теперь перейдем к другому оттенку губ, где с теми же базовыми цветами у нас есть разные типы смеси. Теперь мы будем говорить о смесях, которые будем делать для синеватых губ, например, в частности. Мы должны учитывать, что каждая из смесей, которые мы сделали и будем делать, создается из наших 4 основных цветов, которые являются теплыми базовыми цветами. Это 100% теплые цвета, с помощью которых мы сможем добиться различных оттенков для темных губ, бледных губ, розовых губ и всех диапазонов нейтрализации. Теперь, если губы с синеватым оттенком, нужно определить слабый, средний или сильный, и для каждого из них будет своя смесь. Если наша губная пластина слегка синеватая, мы используем, например, 4 капли N и 2 капли N, чтобы получить эту смесь. Если губы вашей клиентки имеют средний оттенок, например, смешайте 3 капли N, в частности 2 капли N и, например, 2 капли N, и таким образом вы добьетесь идеального оттенка для покрытия, осветления и цвета в одной сессии. Если у вашего клиента губы с высоким содержанием синего пигмента, мы будем работать с 2 каплями N, 4 каплями N, 1 каплей N. И таким образом, в конечном итоге, мы получим идеальную смесь для наших губных пластин. Теперь мы приступим к смешиванию пигментов в капах, например. Очень важный трюк при работе с вашими пигментами. Всегда, всегда, всегда хорошо встряхивайте их в течение минимум 3-5 минут. Вы можете использовать электрический миксер,
что значительно упростит вашу работу, так как при работе с пигментами с высокой пигментной нагрузкой, которые к тому же являются гидрофильными, пигментная нагрузка всегда будет стремиться оставаться на дне. Поэтому, если мы не будем тщательно встряхивать пигмент в контейнере перед приготовлением смесей, у нас не будет достаточной концентрации цвета в каждой капле, когда она выйдет из нашего контейнера. После того, как у нас будут все наши смеси, например, мы приступим к увлажнению ватных палочек, чтобы внимательно и тщательно растянуть подходящую смесь. У нас есть наша смесь номер 1 для легкого синеватого оттенка на губах нашей клиентки. Теперь, если у нас есть пигментная нагрузка среднего синего тона, и если у нас есть пигментная нагрузка высокого синего тона, теперь мы покажем вам 3 возможные смеси для этих 3 типов губной пластины, благодаря которым вы сможете решить проблемы вашего клиента и добиться идеальной работы в каждой сессии, например. Теперь перейдем к другому типу губной пластины, в частности, например, теперь мы будем говорить о губных пластинах с фиолетовой основой, например, в частности, мы уже знаем, что должны определить, какая у них интенсивность. Слабая, средняя или высокая. И вот 3 формулы для каждой из них. Если оттенок слабый, для его получения мы смешиваем 1 каплю N, например, 3 капли N и 1 каплю N. Если у нас есть клиентка с фиолетовым средним оттенком губ, мы смешаем 3 капли N, например, 2 капли N, 2 капли N, чтобы получить идеальную смесь. Теперь, если губы нашей клиентки очень-очень фиолетовые, мы смешаем 1 каплю N, 4 капли N, 2 капли N, чтобы получить идеальную смесь для покрытия этих губ. Точно так же для каждой смеси лучше всего всегда иметь наш каталог, чтобы мы могли определить оттенки, которые будут деградировать. Как можем видеть, мы всегда будем работать над тем, чтобы деградация была теплой. Если губная пластина нашей клиентки среднего фиолетового оттенка, нам нужно использовать тон с немного большим количеством оранжевого, чтобы добавить немного больше светимости за счет желтого пигмента, который он содержит. Теперь, если губная пластина нашей клиентки имеет очень высокий фиолетовый оттенок, нам нужно использовать пигмент N в его наибольшей пропорции для обеспечения большего покрытия в смеси с белыми. С смесями ты сможешь иметь различные решения от губной пластины твоей клиентки, чтобы не было проблем. А теперь перейдем к другой губной пластине. Теперь, если губные пластины вашей клиентки имеют серые оттенки, у нас также есть решение. У нас есть для смеси средней и высокой. Если у вашей клиентки очень легкий сероватый оттенок, смешайте 4 капли N, 2 капли N, чтобы получить идеальную смесь. Если это средний серый оттенок, например, смешайте 3 капли N, например, 2 капли N, например, и 2 капли N, чтобы получить идеальную смесь. Теперь, если у вашего клиента очень сероватый оттенок, мы смешаем 1 каплю N, 3 капли N, 2 капли N, чтобы создать идеальный цвет, который решит все ваши проблемы, например,
Если оттенок у вашего клиента светло-серый, с этой смесью вы можете гарантировать, что в той же сессии у вас будет покрытие, будет цвет, будет интенсивность. Если вы примените технику правильно, вам не потребуется никакой сеанс ретуши. Если оттенок губ вашей клиентки средне-серый, нам понадобится цвет с немного большим количеством оранжевого, чтобы обеспечить нейтрализацию, освещение и небольшое покрытие. Но теперь, если губная пластина вашей клиентки имеет очень интенсивный серый цвет, мы воспользуемся N, чтобы обеспечить покрытие. Он имеет желтую нагрузку, как N и N, и даст нам идеальный цвет, даже если губная слизистая вашей клиентки будет интенсивного серого цвета. И с этими тремя смесями ты сможешь решить проблемы с сероватыми губными пластинами твоей клиентки. Итак, мы завершаем с серыми оттенками, чтобы перейти к следующей смеси. И с нашими 4 цветами пигментов можно не только сделать темные губы, но и создать бесконечные оттенки для бледных или розовых губ вашего клиента, в зависимости от его пожеланий. Ты уверен, что твой клиент просит натуральный, но заметный? С нашей линией пигментов мы создали 6 смесей, которые выглядят натурально, но заметны. Если ваша клиентка хочет естественный оттенок, но вы видите, что она предпочитает очень мягкий тон, у нас есть смесь, которую мы сделали с 4 каплями N. 1 капля N, 1 капля N – это идеальный оттенок для той клиентки, которая хочет очень мягкую, омоложенную губную слизистую с легким оттенком цвета, но не слишком интенсивным, добавляя мягкость и молодость, придавая губам естественный и свежий вид. Теперь, если ваша клиентка смелее и хочет оттенок, который будет заметнее, чтобы он был естественным, но заметным, чтобы их видели и чтобы их подруги заметили, то это идеальная смесь. 3 капли N с 2 каплями N – это идеальная смесь. Смесь красных и розовых 100% теплых оттенков, что гарантирует идеальную красивую деградацию к очень сочным, например, и насыщенным тонам нашей клиентки. Теперь, если у нас есть клиентка, которая немного смелее и хочет что-то гораздо более интенсивное, то это идеальная смесь для нее, где мы смешаем 4 капли N, 1 каплю DN, и у нас получится вишневый оттенок, но с розовым отблеском, поэтому мы создали эту идеальную смесь для тебя. Теперь, если ты хочешь создать те эффектные нюдовые оттенки, которые все хотят иметь, но используя свои 4 базовых цвета, не пропусти следующую смесь. А теперь перейдем к самому востребованному. Нас спрашивали, можно ли создать нюдовые оттенки с помощью 4 основных цветов. И с этими 4 цветами мы научим тебя создавать нюдовые или розовые оттенки, как те, что у нас здесь, те нежно-розовые, которые хотят наши клиентки, или те оттенки, которые сейчас в тренде. Мы можем гарантировать, что они на 100% теплые, так как созданы с использованием наших первых 4 пигментов из линии, поэтому мы можем гарантировать, что у тебя будут 3 самых желанных оттенка на 100% теплых. Таким образом, у тебя будут те розовые, которые ты всегда хотела, и ты сможешь создать их сама, без необходимости приобретать больше пигмента. Теперь мы будем их выполнять. Мы сделаем 3 смеси. Также помни, что ты можешь интуитивно сделать каждый из этих оттенков немного светлее или немного темнее, в зависимости от губной пластины твоего клиента. Это самый светлый оттенок, розовый, созданный, например, с 4 каплями N и всего лишь 1 каплей N, например.
Помни, что при наличии желтого и красного оттенков это всегда будет теплый пигмент, например. Теперь нюд номер 2 немного более интенсивный. Это также действительно очень-очень розовый оттенок. Он содержит 4 капли N, 1 каплю N, и мы можем получить розовый оттенок, идеальный для всех бледных или немного розовых губных пластин нашей клиентки, например. И еще одна комбинация, очень востребованная микропигментаторами и клиентками, это розовый цвет, немного более интенсивный, как у помады, которую мы любим наносить каждый день. И ты сможешь создать его с 4 каплями N, 1 каплей N, 1 каплей DN. Теперь мы покажем вам в следующей части, как определить пигментную нагрузку пигментов и как узнать, является ли он гидрофильным или гидрофобным. Что мы должны уметь определять при приобретении пигмента, так это не только оттенок, но и пигментную нагрузку. Что означает пигментная нагрузка цвета? Это знание о том, какое количество пигментного порошка он может содержать. К сожалению, это то, что мы не можем прочитать на этикетке и должны протестировать лично, чтобы узнать. Теперь мы также найдем среди типов пигментов гидрофильные и гидрофобные пигменты, называемые амфипатическими или двойными, которые содержат много глицерина и воды и имеют молекулы, способные взаимодействовать как с глицерином, так и с водой. Теперь, если мы собираемся работать с губной пластиной и быстрая имплантация без повреждений, нужно убедиться, что наш пигмент имеет высокую пигментную нагрузку, является новейшей технологией и обладает высокой растворимостью. Мы будем имплантировать одну из самых влажных зон человеческого тела. Пигмент с гидрофильной основой будет содержать много глицерина, и мы увидим, что он не растворяется легко в воде, поэтому его будет действительно очень проблематично внедрить в губу моего клиента, например, в частности, действительно. Также мы столкнемся с пигментами, которые на первый взгляд кажутся очень насыщенными и жидкими, но затем, когда мы контактируем их с водой, постепенно понимаем, что произойдет что-то другое. Эти пигменты, взаимодействуя с водой, начинают изменять свою структуру и цвет, что приводит к неожиданным результатам. Давайте посмотрим, как выглядит пигмент, который через несколько минут образует очень пластичную частицу на верхней части, а затем пигмент начинает опускаться. Это пигмент с высокой концентрацией, он очень тяжелый и будет очень трудно внедрить его в кожу нашей клиентки. Также мы столкнемся с другим типом пигментов, которые будут хорошо реагировать на воду и растворяться в ней, но затем при нанесении на поверхность мы можем увидеть, что у них низкая пигментная нагрузка, что может привести к недостаточной насыщенности цвета. И, наконец, мы столкнемся с пигментами с высокой пигментной нагрузкой, где мы сможем увидеть интенсивность тона, количество пигмента, которое мы сможем обнаружить, и увидим, как он взаимодействует с молекулами воды, что, как мы знаем, будет очень похоже на то, что происходит с губной пластиной вашей клиентки, например. Поэтому очень важно уметь определить тип пигмента, с которым вы хотите работать, его интенсивность, а также оставить их на несколько минут, чтобы увидеть, что произойдет с каждым из них. Таким образом, вы сами сможете узнать, какой пигмент идеален для вашей работы, чтобы она была быстрой, губная пластина вашей клиентки не воспалялась, не требовались бы ретуши и была отличная имплантация. А вы? Готовы ли вы попробовать нашу линию пигментов?